У меня новая щетка. Это 990 ночей. А уже, смотрите, это бирюзовая. Это 999,9% золота. Ну, как с эти щеточки покрыты, щетиночки покрыты золотом. 990. У меня золотая. 999. Открой, покажи. У тебя до этого какая была? Розового цвета, да ведь? 999. Давай, открывайте, покажите. Процентов камня. Покажи. У меня золотая. Покажи. А у меня бирюзовая. Да, покажите, какие у вас Сейчас, щеточки. А что у меня класс? О, все. Я не хочу здесь показывать. Нет, я не буду показывать. Мама! Это потому что новое. У меня была голубая, зеленая. Золотая У есть. меня была голубая, зеленая, а у Азали была Как? оранжевая, розовая. Как леденец, да, красивый? А вы знали, что у Азали было уже оранжевая, там Да, такая же из этой серии. оранжевая, и еще было розовая. Мы сегодня выкинули розовый, а это желтый. У меня было синее, там зеленое, а вот это бирюзовое. Это Очень новое красиво. совсем. Да. А у нас у тебя классите, а у меня золото. А почему только одну положили? Почему одну только У нас тоже такие же. Вот. Тоже из этой серии, но для взрослых они более такие вот. Дизайн немножко другой. Смотрите, Так что все у нас с атами и зубные пасты. Ну покажи, ну покажи. А у детей они вот такие немножко матовые, чтобы не скользили пальчики и не повредили десна. Классные, красивые. У нас и эти от атами, и умывалка моя от атами, и здесь все идет с атами. Сними меня. Все Показать. оттуда. Лалёха, это камень или нет? И это там. Камень. И это тоже от атами. Это все Азаля, плавилка это для камень волос, или нет? кстати, от выпадения волос себе взяла. Классно. Плавилка это изумруд или И нет? там все от атами, да. Это изумруд. Это у меня изумруд. Это санитарное средство. Золотой. Это они по 2 продаются. Смотри, она. Это у нас гель для душа мужской был. Такие вот у меня были дорожный набор. Я всегда беру на море с собой тоже. В общем, доброе утро. Не надо. Утро у нас началось сегодня так. Мам, заказываешь еще одну такую же коробку, где будут такие же щетки? Да, Почему-то, ребята, у нас только одни цвета, только одна щетка, только по разными цветами. Там 8 штук, разные цвета. И вообще копейки стоят, если честно. Копейки? Да, недорого стоят. 300 лир. Давай 300 копеек. Ну, где-то 1000 рублей, короче. 8 щеток. Давай сегодня. Это недорого. Сегодня. Закажем, хорошо? Сейчас. Как раз мне нужно Заказ. помаду. Закажем, давайте мойтесь. Мы сейчас Я помылся уже. завтракать будем. И мы уже позавтракали. У нас обычно каждый кушает то, что ему нравится. Азалия каши сделала. А вместе с ней тоже решила поесть кашу в этот раз. Алмаз у нас яичницу съел. Вот, старшему тоже яичницу приготовила. И обычно вот так вот встаем, завтракаем. Время уже 9, если не 10. И начинаем делать уроки. Каждый занимается своими уроками, потому что они в разных классах. Напоминаю, мы пошли в турецкую школу на год, потому что в садик они уже не хотели идти, им 6 лет. Турецкая школа здесь с 6 лет. А русскую школу мы можем отдать только с 7, со следующего года. Поэтому мы на год решили пойти поизучать турецкий язык. Вот. Но школа им вроде как нравится, они привыкли, да, Алмаз? Даже Алмаз говорит, не пойду в русскую школу, да? А есть какой-нибудь мальчик, который... А есть какой-то мальчик в нашей школе, который в нашем школе, у него уже 2 класс в нашей школе. Есть, конечно, 2 класс, 3 классы. Вот русскоговорящий мальчик же есть. Только белый бет. Нет, вот мальчик же есть большой, который по-русски разговаривает.
тебе там дарит что-то, или ты за ним бегаешь постоянно, он убегает. Да. Вот он же русскоговорящий, он уже в 5 классе вроде. Или в каком он классе? Откуда Спроси у него, спроси сегодня, ладно? Он 4. Каждый у нас из детей в разных классах учится, поэтому домашка обычно всегда разная. У Азалии всегда мало домашних заданий, у Алмаза побольше. Классный руководитель Алмаза очень дает много заданий. Давайте покажу, какие уроки задают Алмазу. Всегда дают вот в папочке ксерокопию, которую нужно сделать. Все, конечно же, переводим. Вот, обычно я перевожу, стараюсь читать потом на турецком, но знаю, хотя бы знаю, что нужно сделать. Вот это все они сейчас пишут. Сначала они писали букву А, теперь Н, и теперь уже вместе. Как это будет вместе, Алмаз? Как звучит? Ан. Ан, правильно. А это? На. На, все верно. Вот, в общем, вот это вот он должен будет... Подожди. Давай говори это тоже. Она, правильно. Вот это должен будет он заполнить полностью. Вот. А из вот этой книги, это Окума Язма Хитабы, домашнее задание 73, 74. Кто на уроке не выполнил, тебе надо вот здесь вот последнюю строчку дописать, я так понимаю. И убери косерочку. 75, 76. Это дома надо сделать. Вот такая вот книжка. У них книжки дали бесплатно. Не надо делать вот это? Нет, 77 не надо. Книжки дали бесплатно. Вот у нас очень Вообще стол очень мало. маленький, поэтому мы собираемся большой Очень стол мало. покупать. А Залька у нас отдельно в зале на моем столе занимается. Вот у них книжки вот так вот лежат, потому что у нас пока полок нету. Вот с этим... Делай, солнышко. Переездом у нас для игрушек-то вот эти полки есть только их освободить и туда все положить. Но я хочу купить полку, но вот с этим переездом мы решили, что после переезда купим все это. Поэтому у нас вот так вот пока все лежит некрасиво. Но, конечно же, вот Алмазу отдельный стол. Сейчас пойду к Азалии покажу тоже. И давайте еще покажу, что они делают на уроках. И не только. Это бывает еще и задают домашним заданием Güzel yazı defteri, то есть Güzel yazı defteri называется, то есть в тетради, с чего они начинали. Все это мы делали. То есть бывает такое, то, что она 2 листа задает домой делать. Например, вот задавала вот N просто отдельно, да, видите, какое расстояние. Кстати, вот между буквами она говорит, ставьте пальчики, то есть дети пальчики ставят и потом пишут другую букву. А Алмаз тут, конечно, прям растягивал как мог. А здесь уже вот я ему объяснила, что нужно вот как-то чуть-чуть поменьше оставлять расстояние. И вот эти вот 2 страницы мы вчера писали. Это заканчивать не надо. Нет, здесь уже стоит, видите, вот так вот они смайлики ставят. Что проверено, то есть сделано. Аферин, да, написано? Что-то как будто не аферин. Тебрик. Чё? Как-то как будто бы справа налево написано. Тебрик. Что-то такое, короче, ладно. Тебриклер. Тебриклер написано. То есть поздравляем. Это значит. Ну, аферин, понятно, короче. Если смайлик, то аферин. Я понимаю, молодец, значит. Аферин это слово молодец означает. Аферин сана. По-татарски тоже аферин есть слово, да. Афарин. Это значит... Мне писали так тоже. В дневнике, когда я маленькая была. Кстати, сегодня я узнала одно слово. Азалия говорит сусадом. Я говорю, у нас у татаров тоже сусадом говорят, когда пить хочется. У них тоже сусадом. Кстати, Алмаз, пойдешь в школу русскую?
Алмаз уже против идти в школу русскую. Ему Нет. здесь нравится. Говорит, не пойду в русскую школу. В общем, посмотрим. Все, ну, вот так вот иногда бывает еще и добавляет. Учитель Алмаза очень-очень, как бы, ну, нормально задает вопросы. Ой, задает домашние задания, как вы поняли. Самое главное, чтобы Алмазу все это нравилось. А у Азали как-то там очень мало. У Азали очень так скромненько. Ой, вот так вот у нас проходит день. Азаля любит рисовать. Мы, кстати, на рисование ходим с Азалькой в неделю 1 раз. А вот иногда делаем за этим столом уроки, а иногда вот так вот я ей ставлю, и она садится за этот стол. Здесь и посветлее, ну такой как бы деревянный стол. Стульчик позволяет как раз сесть. Ножки тоже не упираются, так что, в принципе, несложно. Вот у Азальки совсем другая учительница, и немножко они вот, видите, позади остаются. Алмаза вот это вот еще только 72-73, а Алмаз получается на 76-й. Сейчас посмотрим, что ей задали, покажу. В группе скидывают обычно, что нужно делать. То есть даже вот здесь ничего не написано из этой книжки или кукума язма. В тетради написано. Вот тоже Гузельяза Дафтары у Азали. В принципе, вот смотрите сравнение, сколько у Азалии сделано. Вот, все. То есть разница большая, конечно. А здесь домашка только вот это вот. Нужно сделать до конца. Только доделать. это? И все, у тебя только это одна Вот страница. это я делаю. Прям иногда не знаю, почему такая разница, конечно, у детей в домашке. Самое главное, чтобы это им не было во вред, чтобы не отбивало желание учиться и чтобы их все устраивало. Азаля, а ты в русскую школу хочешь пойти? Или хочешь Хочу. в турецкой Там остаться? не буду давать, наконец. Вот Азалия очень жалуется, что одноклассники на уроке орут. Вот, и она говорит, как ты делаешь? Вот так вот. Как ты там показывала? Как ты там делаешь? Вот так делаешь всем, да? Еще ушки прикрываешь. Bir, iki, üç, tip. Говорю. Как бер и үч? Что? Тип. Чип? А что это такое Это чип? значит, Понятно. Ну, давай ручку неси. Карандаш, точнее, я кстати, себе да. так делаю. В школах турецких, даже во взрослых классах пишут всегда вот так вот карандашом, не ручкой, чтобы можно было стереть и исправить. Что будет? Алмаз делает, Азалия закончила, и Азалия помогает Алмазу. Я отдыхаю. Отдыхает немножко и помогает Алмазу. Они вместе сделали вот эти вот упражнения. Где какие упражнения вы сделали вместе? Покажи-ка, Алмаз. Сказал, мам. Не хочу. Не хочет. Ну она делать. ладно. Вот эти вместе сделали. Да, молодцы. Давай вторую. Ой, так красиво написал вот это вот. Обвел, точнее. Очень красиво пишешь. Молодец. Я тебя потом разбужу. Сейчас мы готовимся к школе, кушаем. Обед обычно всегда кушаем. А еще им с собой я даю вот такие вот вещи. То есть у них нету питания в школе, и я делаю бутербродики. Иногда макароны делаю, иногда там овощей, фруктов кладу им. Вообще я много провожу времени на кухне. Конечно, потому что еще у нас есть старшенький, вот он сейчас тоже попросил что-то положить на обед, покушать. Хотя их, старшего в русской школе, уж, конечно же, кормят. А вот у этих детей почему-то в турецкой школе, в государственной школе, частной-то кормят, а в государственных нету питания. Обычно бутики я делаю вот так вот на гриле. Внутри сыр, колбаска. Все уже вроде даже готовые. Так, вот такие вот боксы ложу. Огурец, вафельки. Считай, есть вот такие вот ложечки. Иногда ложу. И второе. Сейчас дети кушают суп. Обычно стараюсь
разные вещи давать. То есть, если на обед суп, то сюда обязательно другое что-то. Это старшенький у меня кушает рис с говядиной. Дети, кстати, не любят вообще вот такой вот рис. Я люблю, чтобы, я люблю. чтобы помидоры добавлены были. Я Перец. люблю. Будешь кушать? Нет, я только без перца. Ну вот именно что. И я не могу тебе тут отдельно перец убрать. И Азалька почему-то не совсем любит. Им нужно прям пресное такое, либо суп, либо отдельно рис, отдельно мясо сваренное. Не особо дети к этому. Так что все, собираемся. Обычно в 12:30 мы вот так вот садимся кушать. И без 5 час вылетаем как пуля из дома, потому что в час начинаются уроки. Вообще у меня кухня очень большая, она мне очень здесь нравится. И дает возможность всем троим готовить. Ну и, конечно же, нам тоже готовить. И вот так вот обычно у меня все валяется перед школой. После школы прихожу, я начинаю убираться. Мне сегодня, кстати, и полы нужно помыть, и постирать. Короче, дел куча всегда. Конечно же, с 3 детьми это непросто. Кухонные мои помощники, это вот этот вот гель для мытья посуды. За 200 лир я его покупаю. Разбавляю 70 миллилитров в литре воды. И вот это вот литровый концентрат мне хватает на полгода примерно. То есть очень надолго, очень дешево, очень классно, потому что на посуде не остается этот гель. И он идет натуральный, чистый состав, никакой химии. Для детских бутылочек, вот у нас, кстати, вот такие вот бутылочки обычно просят с водой в школу. И я их полоскаю этим средством спокойно, не переживая, потому что там прям написано, можно фрукты, овощи мыть и даже детские бутылочки. Также, конечно же, у меня здесь на кухне от Атоми вот такое вот средство. 2 бутылки сразу идут, тоже, кстати, дешево стоит. По цене примерно как в масс-маркете, но качество, конечно же, выше. Кто хочет тоже такие вещи приобретать, по ссылке проходите. У меня прям там ссылка для регистрации написана. Вы можете сами зарегистрироваться без моего участия и покупать в своем регионе. Вот такой вот кофе я всегда пью. Прям обожаю его. Покажу вот вам. Кстати, что-то около 8 или 7 лир одна штучка выходит. Ну вот если высчитывать, здесь 80 штук. Это арабика без робусты. Очень вкусный кофе, кстати. Вот на работу мужу давала, тоже всем понравился. И здесь в одном пакетике 1,6 грамм. И таких 80 штук. То есть получается здесь 128 грамм. И считай, одна штучка 7 лир выходит. Очень выгодно. Также, конечно, мы всегда пьем пробиотики. Вот такие я и детям даю. Вот прям, это, например, одному ребенку, это одному. У меня вот так вот всегда все распределено. Это мои штучки для красоты. Тоже всегда. Сейчас я, кстати, пью лютеин для зрения. Да, уже с возрастом зрение падает. Вот такой вот лютеинчик пью. Вот такие вот сумочки у нас в школе дети забирают с собой. И вот такие вот боксы я туда внутрь кладу. Здесь, кстати, у них еще вот такая вот штука. Они это расстилают. Также здесь есть сухие салфетки и влажные салфетки. Это для того, чтобы, если, например, испачкались или во время еды, то есть всегда кладем. Сухие, кстати, вот закончились, надо положить. Всегда кладем вот так вот в школу такие боксы. А тут у меня вот я до леса вывел, конечно же. Мужа тоже вот так вот ставлю. Кстати, витамин С тоже пьем. Мы уже пропили. Вот у меня Руслан в этом плане опаздывает вечно. Забывает пить, ну, потому что работает. Друзья, отвела детей в садик. И сейчас так сижу, обдумываю. У нас, в общем, у одного ребенка, как я говорила, учитель очень сильно требовательный, а у второго ребенка мягкий. Как бы. Вот, знаете, вот прям под ребенка все. Но когда задает один учитель очень много всего, вот, например, Алмазу, часто бывает такое, то, что втрое больше задает, например, учитель Алмаза, чем Азали. И вот когда Азалия доделала, и она отдыхает, Алмаз это видит, начинает плакать, начинает нервничать, психовать, руки трясутся, вот прям видно, не хочет делать, шмыгает, сидит.
Я, конечно же, начинаю там ругаться. Я говорю, давай делай, это же твое задание. И вот эти разногласия появляются. Мы изначально как бы не против были, чтобы их отдали в разные классы. Но когда пошли вот сюда, вот в турецкую школу, сами как бы, получается, их распределили. То есть без нас, без нашего участия, без нашего желания, то есть без нашего мнения, изначально мы ничего у них не просили, то есть сами по себе взяли и в разные классы посадили детей. Вот. Но мы не были против этого, потому что мы, зная их характер, как они делят между собой все и пытаются всегда там перепрыгнуть друг друга, то есть это даже и мешает иногда им. Вот это вот в них было всегда, то дерутся, то ругаются, то наоборот, хихи-ха-ха, и без друг друга не могут, и я думала, что это будет мешать учебе, короче. И сейчас я замечаю, что то, что они в разных классах, есть немножко вот такая вот проблемка небольшая. Да, сегодня мы с Азалией вместе помогали Алмазу, то есть я решила потом Азалию тоже попросить, она решала вместе с ним кое-какие вот эти вот задачки. Конечно же, письмо делает Алмаз сам, она ему не помогает. Но дальше я думаю, почему я должна Азалию мучить? Я ее посадила как бы за мультики посмотреть так немножко. Смотрю, Алмаз начал реветь, и у меня вот это вот непонимание, что же делать в этой ситуации. Вот, спросила у своей любимой знакомой, с которой я часто общаюсь, да, она учитель бывший, что, да как делать в этой ситуации. Она, конечно, сказала, что в России вообще никогда в жизни не разъединяют детей в разные классы, особенно если это двойняшки. Говорит, что даже в армию не отправляют, да, в разные даты, то есть это и в одну часть всегда, и всегда. Естественно, не в разные даты, если двойняшки в один день родились. В общем, не в разные части, то есть это всегда попадание в одну роту, там вот в одну часть. И говорит, что жалко, что их разъединили все-таки в один класс. Бы желательно посадить. Ну и если такая как бы ситуация происходит, давать второму ребенку тоже задание в этот момент. То есть, чтобы первый ребенок как-то себя не чувствовал вот, как бы, ну, что ему дают больше заданий, чем другому. То есть вот так вот. И на самом деле я прислушалась к этим словам. И вот сейчас вот думаю, возможно, если мы будем переезжать и идти в другую школу, мы, наверное, все-таки пойдем в разные, то есть в один класс. Попробуем пойти в один класс. Попробуем попросить, чтобы их посадили в один класс и посмотрим, что будет. В общем, это жизнь, как бы нужно пробовать так и так, все варианты, как оно будет. То есть наперед угадать сложно. Когда ты говоришь, что вот оно так и будет, всегда может появиться еще и другая сторона, да. Не нужно никогда считать себя правым, вот, или свое решение правильным, да. Возможно, вы 100 000 раз потом передумаете, найдутся какие-то другие моменты, которые вы не учли, поэтому, конечно же, нужно пробовать все и всегда считать, что ты в этом не разбираешься, чтобы дальше разбираться. Потому что когда ты решил, что я прав, я в этом разбираюсь, вот я сделаю так, оно так будет, оно так должно быть, может кто-то другой пострадать. И ты в том числе. Поэтому мы не знаем, как лучше, мы пробуем все варианты. И на этом, друзья, буду прощаться с вами. Всем, как всегда, желаю счастья, здоровья. Всех люблю, всех целую. Будьте здоровы. Мирного неба над головой всем. Всем пока.